Перевод. О сыновья асуров, верховная личность Бога в образе сверхдуши неизменно. Господь, друг и благожелатель всех живых существ, и поклоняться Ему совсем не трудно. Так почему бы людям не посвятить себя преданному служению Господу? Почему им так нравится выдумывать все новые и новые виды бессмысленных чувственных наслаждений? Purport, because the personality of God is the supreme, no one is equal to Him and no one is greater than Him. Комментарий. Бог — это верховная личность, нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Nonetheless, if one is a devotee of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is easily obtainable. Однако Господь вполне доступен тому, кто служит Ему с любовью и преданностью. The Lord is compared to the sky because the sky is vast, yet within the reach of all, not only of human beings, but even of the animals. Верховную личность Бога сравнивают с бескрайним небом, потому что небо огромно и тем не менее досягаемо для всех, не только для людей, но даже для животных. The Supreme Lord in His Paramatma feature exists as the best well-wisher and friend. Верховный Господь в образе Параматмы сопровождает каждое живое существо, как его лучший друг и благожелатель. Can you give me another cup? Because when they take photographs, it looks like you're drinking Coca-Cola. This is the cups that are donated to us, but they say Coca-Cola, and you can't explain that on the photographs. Пожалуйста, нельзя ли мне дать другой стакан, потому что, может, кто-то сфотографирует, и потом будет трудно объяснить, что я пью не Кока-Колу. Конечно, нам пожертвовали эти стаканы, но такие иначе. As confirmed in the Vedas, Sayujo Sakayo, the Lord, in the Supersoul feature, always stays in the heart along with the living entity. В Ведах сказано «Саюджау Сакхьяйо» – Господь в облике сверхдуши вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого существа. The Lord is so friendly to the living entity that He remains within the heart, so that one can always contact Him without difficulty. Он настолько доброжелателен ко всем живым существам, что проявляет себя в их сердце, давая им возможность обратиться к Нему в любой момент. One can do this simply by devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam. Чтобы сделать это, нужно просто начать служить Господу, Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, Падасеванам. As soon as one hears of the Supreme Personality of Godhead, Krishna Kirtana, one immediately comes in touch with the Lord. Любой, кто слушает повествование о Верховном Господе, Кришна Киртан, непосредственно соприкасается с Ним. A devotee immediately comes in touch with the Lord by any or all of the items of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmarnam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Therefore, there is no difficulty in coming in contact with the Supreme Lord. Koti Paryasaha. Чтобы всегда быть с Господом, нужно применять какой-либо из 9 методов преданного служения, а можно и все 9. Шраванам, Киртанам, Вишнох, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Бандhanam, Дасьям, Сакьям, Атман, Веданам. Так что установить связь с Верховным Господом совсем не трудно. Коти Праяса. On the other hand, going to hell requires great endeavor. С другой стороны, чтобы попасть в ад, надо приложить большие усилия. If one wants to go to hell, where illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication, he must first acquire so many things. Если люди, стремясь попасть в ад, вступают в недозволенные половые отношения, едят мясо, участвуют в азартных играх и принимают одурманивающие средства, им приходится затрачивать очень много сил и средств. For illicit sex, he must arrange for money for brothels. For meat eating, he must arrange for many slaughterhouses. For gambling, he must arrange for casinos and hotels. And for intoxication, he must open many breweries. Чтобы вступать в недозволенные половые отношения, нужны деньги на посещение публичных домов. Чтобы есть мясо, нужно строить скотобойни. Чтобы играть в азартные игры, нужны казино. А чтобы пить спиртное, нужны винные и коньячные заводы. Clearly, therefore, if one wants to go to hell, he must endeavor very much. But if he wants to return home, back to Godhead, there's no difficult endeavor. Одним словом, если человек хочет попасть в ад, ему надо приложить изрядные усилия, но чтобы вернуться домой к Богу, больших усилий не требуется. To go back to Godhead, one may live alone, anywhere, in any condition, and simply sit down, meditate upon the Super Soul, and chant and hear about the Lord. Чтобы вернуться к Богу, можно жить где угодно, в любых условиях, и,
уединившись, обращать свой ум к сверхдуше, славить Господа и слушать повествование о Нем. Thus there's no difficulty in approaching the Lord. Приблизиться к Господу совсем не трудно. Adanta gobir vishatam tamishram. Because of inability to control the senses, one must go through great endeavor to go to hell. But if one is sensible, he can very easily obtain the favor of the Supreme Personality of Godhead, because the Lord is always with him. Аданта гобхир вишатам тамисрам. Из-за того, что люди не владеют своими чувствами, они идут в ад, и это стоит им огромных усилий. Однако, если человек способен трезво мыслить, он постарается снискать благосклонность Верховной Личности Бога, что совсем не трудно сделать, ведь Господь неизменно пребывает в сердце каждого. By the simple method of Shravanam Kirtanam Vishnu, the Lord is satisfied. Indeed, the Lord says, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhakta Prayachati Tadaham Bhakya Yuktam Ashnami Pratyata. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. Чтобы удовлетворить Господа, нужно просто служить Ему. Шраванам Киртанам Вишну. Господь говорит в Бхагавад-гите: Патрам Пушпам Палам Таям Йоми Бхактя Праячати Тадахам Бхакти Пахритам Ашнами Праятатманах. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или воду, я приму их. One can meditate upon the Lord anywhere and everywhere. Thus, Prahlad Maharaj advises his friends, the sons of demons, to take this path back home, back to Godhead without difficulty. Размышлять о Господе можно где угодно. Таким образом, Махараджа Прохлада посоветовал своим друзьям, сыновьям демонов, встать на путь преданного служения, позволяющий без всяких трудностей вернуться домой к Богу. В этом стихе Шримад Бхагаватам Прохлад Махараджа задает своим одноклассникам два вопроса. First of all, he asks if pleasing the Lord is as easy as offering him a leaf or a flower in devotion, why don't people accept this easy process? Во-первых, он спрашивает, если поклоняться и служить Господу настолько просто, что это можно сделать просто предлагая листок, то почему же люди вовлекаются в такие, выдумываются такие трудные способы насхождения чувств? Then he asks them, he says, why, my dear friends, why are people so addicted to sense gratification? И потом он спрашивает, дорогие друзья, почему люди так привязаны к удовлетворению чувств? So first of all, we should make it clear that we shouldn't think that Prahlad Maharaj doesn't know the answers to these questions. Нам не следует думать, что Прохлад Махарадж не знает ответы на эти вопросы. And in a confused state, he's asking his students. И в смущенном, таком сконфуженном состоянии он задает эти вопросы своим друзьям. No, the very first qualification of the spiritual master is that he's learned in the Shastra and he's learned in the scriptures. Нет, самой первой квалификацией духовного учителя является то, что знаток священных писаний, он знает шастры очень хорошо. In the Upanishads it is stated. Это утверждается в Упанишадах. Tad vikanatam sagudum evavikachat sanippanishrotriyam brahmanishtam. That to learn transcendental subject matter, чтобы изучать трансцендентные предметы, one should approach a spiritual master. Человеку следует приблизиться к духовному учителю. In doing so, one should carry fuel to burn and sacrifice. Поступая таким образом, человек как бы подкладывает топливо в огонь жертвоприношения. And then it says the symptom of such a spiritual master is that he's expert in understanding the Vedic conclusion. И признаком такого духовного учителя является, что он опытен в понимании ведических заключений. And that he's always engaged in the process of devotional service. И он всегда занят преданным служением. The Sanskrit word shrotriyam, used in that verse, shrotriyam means that he's expert in understanding Vedic knowledge. И санскритское слово «шротарьям», используемое в этом стихе, обозначает, что он очень опытен в понимании ведических писаний. It's not that he just knows the knowledge, but he understands the knowledge. He's realized. Это значит, что он не просто знает это знание, он осознал его, он понимает его. Just like we see with the Gurukul children, because in youth the mind is quite sharp, so in Gurukul they can memorize lots of verses.
Например, как можно видеть на примере детей из Гурукулы, мы знаем, что в юности ум, он очень острый, и мы видим, что дети могут запоминать очень много стихов и так далее. When you were in school, you could memorize so many things. Когда мы учимся в школе, можно столько всего запоминать. As you get older, it's hard to memorize. А когда становишься старше, уже с трудом припоминаешь, что я там учил. Old people often say, my memory is failing me. И люди пожилые говорят, что моя память подводит меня. But in youth, you can memorize lots of facts and figures. Но в юности можно запоминать много разных вещей. Lots of times when I travel in America, then the parents of the Indian families, they bring the children forward. They say, quote from Maharaj, all the shlokas you know. So they just like the wind. Then I say, so what does it mean? There's this blank face. И зачастую, когда я путешествую в Америке, я прихожу в семьи индусов, и родители они приводят своих детей и говорят, ну-ка, прочитай Махараджу все шлоки, которые ты знаешь. И дети начинают там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А потом я говорю, а теперь скажи, что это все значит? И бледное лицо. So there's gyan and there's vigyan. Поэтому существует гьяна и существует вигьяна. There's knowledge and then there's realization of the knowledge. Существует знание и осознание этого знания. By acting on the knowledge, one becomes realized. И действуя в определенном знании, человек осознает его таким образом. So to act as a spiritual master, it's not enough to just know the shlokas. You have to realize that and impart that into the heart of your disciples. И чтобы действовать как духовный учитель, нужно не просто знать эти шлоки, нужно их осознавать, действовать в соответствии с этим знанием и вложить их в сердце своих учеников. Shrotriyam, this is the meaning of Shrotriyam, to be expert in understanding Vedic conclusions. Таково значение слова «шротарьям» – быть очень опытным в понимании ведических выводов и заключений. Шрила Prabhupada paraphrased very nicely. He said, Guru means heavy with knowledge. И Шрила Прабхупада дал нам такой парафраз. Гуру значит отягощенный знанием. And when he shares that knowledge with the disciple becomes illuminated. He becomes Krishna conscious. И когда гуру делится этим знанием со своим учеником, ученик он просвещается, он становится осознающим Кришну. The spiritual master has to change the hearts of his disciples, his submissive disciples. И духовный учитель, он должен изменить сердца своих послушных учеников. When the disciple hears the knowledge from the guru, there's a change of heart. Когда ученик слушает знания от своего гуру, происходит перемена в его сердце. We sing like that every morning. Мы поем об этом каждое утро. Chakudan diloje janme janme prabhushe dibya gyan vide prakashito. He who has given me the gift of transcendental vision is my Lord. Тот, кто дал мне этот дар трансцендентного видения, он мой господин. Janme janme prabhushe, birth after birth. Рождение за рождением. By his mercy, divine knowledge is revealed to me. По его милости божественное знание открывается в моем сердце. It's actually best to hear from the spiritual master. Это на самом деле лучшее, что можно получить от духовного учителя. Hearing is even better than reading. Слушание лучше, чем чтение. Reading is good, but hearing the Shabda Brahma, hearing the transcendental sound vibration from the lips of one's spiritual master, there's something mysterious about this. Чтение это очень хорошо, но слушание из уст духовного учителя, Шабда Брахма, есть что-то очень мистическое. Therefore, we have an advantage in Kali Yuga. Это то преимущество, которое мы можем получить в Кали-югу. We have tape recorders. Что у нас есть магнитофоны. And we have iPods. We have iPods. И у нас есть MP3 плееры, iPod. This is the only advantage of the iPod in this age, that you can hear knowledge from self-realized souls. И это единственное благо, которое может принести этот iPod. То есть, что можно слушать знания от самоосознавшей себя души. So therefore, sometimes when I see the devotees with their iPods in the ear, then I sneak behind them and I take the iPod out of the ear and I listen to what they're hearing. And sometimes I'm shocked. Поэтому, когда я вижу преданных, у которых в уши вставлены наушники этих айподов, я так подкрадываюсь к ним, выдергиваю быстренько наушники из ушей и слушаю, что же они там слушают. И иногда я просто в шоке. And sometimes I'm pleased. А иногда я бываю удовлетворен очень. So Guru means one who has the knowledge, he's realized the knowledge. Это обозначает тот, чье знание реализовано осознанно.
In fact, we would consider it quite odd if the spiritual master could not explain the absolute truth in a logical, concise, and convincing way. То есть духовный учитель должен уметь объяснять духовное знание логическим и очень убедительным образом. The main duty of the guru is to speak. Главный долг духовного учителя — говорить. And set a good example. But therefore in Vedic culture, the Brahmanas, they would just sit and they would just preach. И подавать хороший пример. Но в ведической культуре браманы, они просто сидят и проповедуют. And after a long session of preaching, they would eat. И потом, после такой долгой проповеди, они едят. So Brahmanas were typified, or typically the Brahmana, he'd have a belly. И обычно брахманов представляют с таким животиком. He wasn't interested in going out and jogging and lifting weights and in the body. No, he would sit and he would just mainly be counseling and preaching like this, and then some prasad, and then preaching. То есть они не заинтересованы в том, чтобы заниматься джогингом, то есть бегом или там веса поднимать в фитнес-центре. Они просто сидят и проповедуют, и консультируют людей, и потом принимают просад много. Like one time I remember Prabhupada mentioned how he was all day long preaching, so much so that he forgot to take prasad. So just preaching all day, and then at night time the hunger, so then the devotees cook some puris and some sabji like that, and with great relish Prabhupada took the prasad. All day long preaching and some prasad. This is the life of a devotee. Как однажды Шрила Прабхупада упоминал, однажды он проповедовал так целый день, проповедовал и забыл даже вкусить прасад, и вечером уже голод разыгрался, и ученики приготовили там что-то поесть пури, еще что-то, и Шрила Прабхупада с большим удовольствием принял этот прасад и сказал, что вот такова жизнь преданного, целый день проповедуешь, и вечером немного прасада. Bhaktisiddhanta Saraswati said, if one has life, he will preach. Бхактисиддханта Сарасвати сказал таким образом, что если у кого-то есть жизнь, если кто-то живет, он должен проповедовать. It comes natural for a brahmana. Это очень естественно для брамана. Either one who's born under brahmana or one who becomes brahmana by training and initiation. Для тех, кто родился как браман, или для тех, кто стал браманом в процессе обучения и инициации. We mentioned it today, just like the Sudra, they're good with their hands. Вчера мы упоминали о том, что шудры, у них очень хорошо руки работают. Like a gardener, some people are really good at gardening, so we say they have a green thumb. Например, если кто-то очень хороший садовник, мы говорим, что у него зеленый большой палец. Someone's good at like fixing things and making things, then he has a golden thumb. А если кто-то очень опытен в том, чтобы что-то починять, ремонтировать, мы говорим, что у него золотой большой палец. Like my disciple Vishwakarma, he's so expert, he has the golden thumb. Or Nityananda Charan. Huh? Nityananda Charan. He can fix anything. Например, как мой ученик Вишвакарма, мы говорим, что у него золотой большой палец, или Нитянанда Чаран, он может починить все, что угодно. But he's also Brahmana, but I mean, he can fix you can give him anything with whatever's broken, you give it to him, it comes back better than what it was before it was broken. That's Nityananda Charan. Но при этом он браман, но если вы ему отдадите, что у вас поломано, он вернет вам обратно лучше, чем даже было. He's a valuable jewel on this festival. Он очень ценный, драгоценный камень в этом фестивале. Give him applause. Пожалуйста. He's not here right now. He's fixing something. Сейчас его здесь нет, что-то починяет, наверное. And he's a humble devotee. He wouldn't even want to hear the applause. Он очень смиренный, преданный, никогда бы не согласился бы слушать. And Vaishyas, they like to milk the cows. А вайши им нравится доить коров. There's nothing more relishable than just to grab these teats of the cows and you know how you do it like that. 1, 2, 3, 4. And then they have the nap. Для них нет больше наслаждения, чем взять эти соски, коровы, делать таким образом, как я показал, и доить, и брызгать молоком. And in Kshatriya, if there's no fight, they're depressed. А что касается кшатриев, если битвы нет, то они страдают депрессией. But of course they're fighting for dharma. They like to protect religious principles. Not that they're just ruffians and they like to fight, but they like to uphold dharma.
they like to protect the devotees. Конечно же, они хотят сражаться для того, чтобы поддерживать дхарму, не просто потому, что они такие жесткие парни, там, драться любят. Они хотят поддерживать и защищать дхарму преданных. Just like our Sri Hanuman, he likes to go on the harinam and protect the devotees. Например, как Шри Хануман, он любит ходить с нами на харинамы и защищать, охранять преданных. And Rakshana, if Rakshana is not there, we start getting nervous. И Ракшана, если Ракшаны нет поблизости, то мы начинаем нервничать. Come natural, but for Krishna. Это все очень естественно, мы делаем это для Кришны. And a Brahmana, you know, he's always clean. He doesn't feel comfortable when there's dirt around, so he's always cleaning the area. Браман, он всегда чистый, он чувствует себя очень неудобно, неуверенно, если вокруг что-то грязная обстановка, и поэтому постоянно он чистит, все моет вокруг. Like our Chaitanya Lila. Например, как Чайтанья Лила. Always very clean, nicely dressed, clean, suchinam. Всегда очень чистая, замечательным образом одетая. Somehow, even on the tour, where there's, you know, the bathrooms are the way they are, and you know, we're only allowed a half a bucket of water. Даже каким-то образом это на туре удается, где-то помыться непонятно как, там пол-ведра горячей воды дают на кухне. And dirt is also compared to ignorance, so a brahmana, he can't stand dirt, he can't stand ignorance as well, so his main duty is preaching to destroy ignorance. Грязь иногда сравнивается с невежеством, точно так же, как и браман чувствует себя неудобно, когда вокруг грязи, он поэтому также чувствует себя неудобно, когда вокруг невежества, поэтому его долг проповедовать, разрушить эту грязь, невежество. So spiritual masters, of course, Brahmana, Vaishnava, he's, in the eyes of the disciple, the spiritual master is the best devotee. И, конечно же, духовный учитель, он брамана, и особенно в глазах учеников, духовный учитель – это лучший из браманов, лучший из вайшнавов. So he sets the example. He's always preaching. И он подает, устанавливает этот пример, он всегда проповедует. He preaches by his words, he preaches by his example. Он проповедует своими словами, проповедует своим примером. But preaching is the main duty of the spiritual master. Проповедь – это главная обязанность духовного учителя. And that's exactly why Prabhupada lectured practically every day, if not once, twice, or thrice. И это вот та причина, по которой Прабхупада давал лекции каждый день, если не дважды и не трижды. There's equal amount of Bhagavatam classes, morning walks, and Bhagavad Gita classes on the folio. В фолио существует одинаковое количество утренних прогулок, классов Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. Just as it's impossible to conceive the sun without heat and light, Точно так же, как невозможно зачать сына. it's impossible to conceive of the sun without heat or without light. Can't imagine the sun. Can't imagine. Like when you think of the sun, what do you think of? Сан. Heat? The sun. Точно так же невозможно представить солнце в отрыве от его жары и света. Right? When you think of the sun, there's heat and light. That's all it is. That's one thing. That's all there is. То есть солнце фактически из этих вещей состоит, свет и жара. Did you get it? Yeah. So also it's impossible to think of a guru or a spiritual master without knowledge and realization. Точно так же мы не можем представить себе духовного учителя в отрыве от знания и осознания. Rupa Goswami has, or rather Chanaka Pandit has a nice verse in his Niti Shastra. Чанака Пандит имеет по этому поводу замечательный стих в своей Нити Шастры. He says, Rupa Yovana Sampana Vishala Kula Sambhava Vidya Hina Ashobhante Nirganda Eva Kimsuka. Kimsuka refers to a red flower you see in India. Это слово кимшука относится к красному цветку в Индии. Kimsuka is this red flower they use for the Durga Puja or the Shiva Puja. Простите, красный порошок, который используется для Дурга-пуджи. Kimsuka is that red flower. It's beautiful. It has no smell, no fragrance. Красный цветок, но он не имеет запаха. Flower? Yes. Да, цветок без запаха. So he says, persons who are born in a high family, И личность, которая родилась в высоко расположенной семье, who are endowed with youth and with beauty, которая наделена красотой и юностью, do not actually appear so beautiful if they don't have knowledge. она не представляется на самом деле такой прекрасной, если у нее нет знания.
Just as the beautiful flowers of the Kimsuka tree are not so splendid because they're devoid of a fragrance. Точно так же, как вот эти красивые цветы камшука не кажутся все же такими прекрасными, потому что они лишены этого запаха. This Kimsuka flower, it's quite beautiful, but no one really cares for it except those who worship Durga, because there's no smell. Этот цветок камшука, он достаточно красивый, но какой от него смысл, если он не пахнет прекрасно? So if a person's very beautiful and very handsome and very rich, but they're dumb, who wants to marry? И, допустим, если человек очень красивый, молодой, богатый, но если он глупый, то кто хочет жениться на нем? We don't consider them so attractive if everything's there, but, you know, A, B, C, D, Y, J, Q, excuse me, 1, 2, 6, 9, 4. No, the knowledge has to be there. Если человек выглядит замечательно, но когда он там А, Б, В, Ж, З, К, простите, что вы сказали? 1, 2, 3, 9, 7, то есть должно быть какое-то знание. So spiritual master means one who knows the siddhanta, he knows the conclusion. Духовный учитель означает того человека, который знает сиддханту, знает заключение, вывод. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. A spiritual master by nature must be a Vaishnava. Духовный учитель по своей природе обязан быть вайшнавом. Of course, there are spiritual masters for the yogis, there are spiritual masters for the jnanis. But how far can those spiritual masters take you? Конечно же, существуют духовные учителя йоги или духовные учителя гьяны, но как далеко они могут вас продвинуть? They can take you as far as gaining mystic powers. They can teach you how to merge into the Brahman. Они могут обучить вас, как получить мистические силы или как погрузиться в Брахман. But is that the siddhanta of all knowledge? Но могут ли они дать сиддханту всего знания? Jiver Supoya Krishnara Nityadas. We're not meant to be mystics. We're not meant to merge into God. We're meant to render devotional service to the Supreme Ishvara, Krishna. Мы не предназначены для того, чтобы сливаться с Брахманом, развивать мистические силы. Мы хотим служить Господу. So if you take the trouble to find a spiritual master surrendered and follows instruction, you better hope. Поэтому, He's a Vaishnava. если вы прикладываете столько усилий, чтобы найти духовного учителя, предаться ему, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был вайшнавом. Or you only get, if you don't, you only get the bronze medal, you only get the silver medal. You don't get the gold. Если вы этого не сделаете, вы получите просто бронзовую медаль, серебряную вместо золотой. You come in third place, you come in second place. But that's not really as good as coming in first place. Займете третье место или второе, но это не так замечательно, как занять первое место. Yesterday they had the finals in Wimbledon tennis. А вчера был финал Уимблдонского турнира по теннису. And there were two persons, I don't know how to say their names. И там были Yeah, Federer, what's the name? Federer and Nadal. Yeah, Federer and Nadal. Nadal's Spanish and Federer is he's Swiss. Там были два личности, один испанец, другой швед. And they're really top guys, and Federer, he won. It was a real big match, and he won, and the other guy came in second. It was like almost like he won, but you know, it's second place, and he gets half the money. Там был очень напряженный матч, борьба вовсю разгорелась. В конце концов, один из них победил, а второй занял второе место. Вроде бы, казалось бы, сразу после первого, но это всего лишь второе место. All your penances, all your austerities, all your prayers, and you get mystic powers. Вы прилагаете все свои усилия, стараетесь изо всех сил, напряженно трудитесь, и вы получаете просто мистические силы. Or you merge into the Brahman effulgence. Или сливаетесь с сиянием Брахмана. And after, many years, desire comes again in the heart, and you cool. И с течением времени опять материальное желание возвращается в ваше сердце, и упс, падаете, колобчик. We want to become the true glory of the soul is that he's an eternal servant of Krishna. So that, to come to that stage, you need to be initiated into by a Vaishnava guru. So we would say a real guru is a Vaishnava, in the ultimate sense. Подлинная слава живого существа, души, это то, что она служанка Верховной Личности Бога. Поэтому мы хотим найти гуру, который является вайшнавом.
So such a guru is Prahlad Maharaj. И таким гуру является Прахлад Махарадж. No one can ever question that because it's stated that he is one of the 12 Mahajans. Никто не может это подвергать сомнению, потому что утверждается, что он один из 12 Махаджан. He's not just a guru, he's a Mahajan. Он не просто гуру, он Махаджан. Like Prabhupada said, my spiritual master, he was no ordinary. Of course, we don't think of the spiritual master as being ordinary, but he's speaking poetically. He's no ordinary spiritual master. He saved me. Как, например, Шрила Прабхупада говорил о своем духовном учителе. Мой духовный учитель не был обычным. Мы, конечно же, не думаем, что духовный учитель может быть обычным каким-то, но Шрила Прабхупада так очень поэтично об этом говорил. Мой духовный учитель не был обычным, он спас меня. So Prahlad Maharaj is the crest jewel of spiritual masters. И поэтому Прахлад Махарадж, он подобен драгоценному камню среди духовных учителей. So what's he doing? Asking his students questions. Почему он это делает, задает своим одноклассникам эти вопросы? It appears, if you look at it from one angle, it looks like, why is he asking his students questions? He should be answering their questions, but he's asking them questions. Like, if devotional service is so easy, why don't people take it? And my dear students, why are people addicted to sense gratification? It's like, wait a minute, he's the guru and he's asking the questions. И поэтому может показаться немного так странным, почему же он задает эти вопросы своим ученикам. Если он гуру, он должен объяснять эти вещи своим друзьям, но он их спрашивает, почему люди так привязаны к чувственным наслаждениям. Предполагается, что он должен отвечать на эти вопросы, а не спрашивать. So why is Prahlad asking them questions? И почему же Прахлад задает им эти вопросы? To get them thinking. Чтобы заставить их думать. Because materialistic people are so absorbed in sense gratification, they don't have time to think about these. Потому что материалисты не так поглощены наслаждением чувств, что у них просто нет времени подумать. We get a glimpse into the mind of a materialistic person through the teachings of Shukadeva Goswami. Мы можем взглянуть на материалистичную личность с помощью наставлений Шукадева Госвами. We don't really want to look into the mind of a materialist, but it's a lesson. На самом деле не очень-то приятно смотреть на ум материалиста, ну так, чтобы извлечь какую-то пользу. He says, Shrotav yadini rajendra rinam shanti sahasvasha pashatam atmatatmam griheshu grihamedinam. He says, persons who are materially engrossed, Он говорит, что тот, кто погряз материально, being blind to the knowledge of ultimate truth. Being blind to the knowledge of ultimate truth. Он ослеплен по отношению к знанию о верховной истине. Have many subject matters for hearing in human society. У него есть столько различных предметов, чтобы слушать о них в человеческом обществе. Just like people, they think about so many things, but never Krishna. Материалисты не думают о стольких многих вещах, но не о Кришне. They ask so many questions, Задают столько много вопросов, but not of a transcendental nature. но их природа не трансцендентальна. In Vedic times, people were pure, so they knew how to ask the right questions. В ведические времена люди были чисты, поэтому они знали, как задавать верные вопросы, To get the right response. чтобы получать верные ответы. When Maharaj Parikshit asked Shukadeva Goswami, what is the duty of one who's about to die? И как Махарадж Парикшит спросил Шукадеву Госвами, в чем заключается долг того, кто на пороге смерти? Shukadeva was very happy with that question. И Шукадева Госвами был очень счастлив услышать этот He вопрос. said, my dear king, your question is glorious. Он сказал, мой дорогой царь, твой вопрос достоин славы. Because it's very beneficial for all kinds of people. Потому что он очень благоприятен для всех людей. The answer to this question is the prime subject matter for hearing. И ответ на этот вопрос представляет из себя высший предмет слушания. And Shrotavyadishu Yapara, he said it's approved by all transcendentalists. И это подтверждается всеми трансценденталистами. Nowadays, when people come to us with questions, what kind of questions? Are they deep questions like that? В настоящие дни к нам приближается много людей с различными вопросами. Какие же вопросы они задают? Sometimes, but quite often, why did you shave your head? Иногда они задают какие-то действительно глубокие вопросы, но зачастую это просто, а почему вы бреете голову? Why don't you wear blue jeans and a t-shirt? Почему вы не носите джинсы и футболки? What is the clay on your forehead? А что это у вас за глина там на лбу? So things are so topsy-turvy, things are so upside down in Kali Yuga, В Кали-югу так все поставлено с ног на голову, that this teacher has to take the part of the student and teach us how to ask the right questions.
что учитель должен занять место ученика, чтобы показать, как задавать верные вопросы. We don't even know how to ask the right questions. Мы даже не знаем, как верно задать вопрос хороший. Tadvidi paripatina pariprashana sevaya. Pariprashana means, what is your relationship with your guru? Question, 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 and then answer, answer. That's our relation. We don't even know. Like, are there any questions? There's no questions. Парипрашняна обозначает наши отношения с духовным учителем, то есть мы задаем ему вопросы, и затем получаем ответы, но мы даже не можем это толком сделать, когда настает время для вопросов, мы говорим вопросы и тишина. Are there no questions because we've understood everything? Нет вопросов, значит никто ничего не понял. No, we're all in ignorance still. Мы все еще в невежестве. We don't know how to ask questions. Мы не знаем, как толком вопросы задать. So sometimes great souls, they take the position of the student, they say, okay, do it like this. Поэтому иногда великие души, они занимают положение ученика и говорят, ну хорошо, смотрите, делайте вот так. When you see your guru, you ask him this question. Когда вы видите своего гуру, он задает вопрос. Kayami, who am I? Кто я? Sanatana Goswami, that's what he asked his spiritual master, Lord Chaitanya. Санатана Госвами, вот о чем он спросил своего духовного учителя, Господа Чайтаньи. So with the sages of Naimisharanya inquiring from Sutta Goswami. Подобно тому, как мудрецы на Мишаранье задавали вопросы Сути Госвами. We have Maharaj Parikshit inquiring from Shukadeva Goswami. Мы знаем Махараджа Парикшита, который обращался с вопросами к Шукадеве Госвами. Rupa and Sanatana inquiring from Lord Chaitanya. Рупа и Санатана вопрошали у Господа We Чайтаньи. even have Lord Chaitanya inquiring from Haridas Thakur and Ramananda Roy. И даже Господь Чайтанья, он задал вопросы Харидасу Тхакуру и Рамананда Раю. Just to show us the initial steps. Просто чтобы показать нам первые шаги в сознании Кришны. So Prahlad asked the question, why do people search for material happiness if it's so troublesome? И поэтому Прохлад задает вопрос, почему же люди ищут материального счастья, если этот поиск, он такой трудный, связан со сложностями. And then later on he takes the position of the teacher and he answers the question. И потом он занимает позицию учителя и отвечает на свой же вопрос. Later on in the chapter he'll explain how it's so difficult to gain material happiness. Далее в главе он объясняет, что как трудно достичь материального счастья. He says, where is that happiness in life? Он говорит, где же это счастье в жизни? The first 25 years are spent, studying very intensely in school. Первые 25 лет жизни это просто очень интенсивная учеба в школе. The next 25 years are spent working hard to maintain the family and the home. А последующие 25 лет это тяжелая работа, чтобы поддерживать семью и дом. The next 25 years are spent trying to ward off, disease and old age. А последующие 25 лет это борьба с болезнями и старостью. And if you survive, if you live to be 75, then whatever time's left, you're always in anxiety. When will death come? Если вы выжили к этому моменту, к 75 годам, то в последующее время проводите беспокойство, когда же смерть придет. What stage are you at? На какой стадии мы находимся? I'm at stage 3. Я на стадии 3. Some of you are at stage 1, just school. Кто-то из вас просто на уровне 1, школа. Working so hard. Такая тяжелая работа. The only relief is the tour. Единственное облегчение это тур. Some of you have completed school, now you're married, and is life a bowl of cherries? И вот вы закончили школу, кто-то из вас женился, вышел замуж. Ну что, жизнь это такая миска полная черешни, вишен. No, somebody forgot to tell you that when you get married, you have to make money. Ну, происходит так, что тот, кто женился, вышел замуж, приходится деньги зарабатывать теперь. And money doesn't grow on trees. А деньги не растут на деревьях. Wouldn't it be nice if money grew on trees? Было бы замечательно, да, если денежки на деревьях You have есть. to work, and most of us are not Bill Gates. Нужно работать, и большинство из нас не является Биллом Гейтсом. At the end of the day, we're not counting millions of dollars, we're counting, pennies and pence, shillings. В конце дня мы не подсчитываем там миллионы долларов, да, мы подсчитываем там пенни, шиллинги. So some of you at that stage, some of you are at my stage, you're just beginning to live your life so that you don't get sick and, get old too fast. You don't break a bone. Кто-то из нас находится на этом уровне, кто-то на третьем, и кто-то уже заботится о том, чтобы не стареть так быстро, что-нибудь не сломать там себя. Yes. Да. Struggle for existence, the human race. Борьба за Only hope is divine grace. There's a
poem. Это стих. Struggle for existence, you know, the Vyasa Puja poem. Struggle for existence, the human race. Борьба за существование в человеческой расе. So there's a Единственная надежда it's a sad вашей story, жизни. but there's a positive side to it as well. Это достаточно грустная история, но также есть позитивная сторона. That as a result of all this struggle, we become a little humble. И результат всей борьбы то, что мы станем немного смиренными. After you're defeated many times, you become humble. После того, как вы потерпели поражение много раз, вы становитесь смиренными. That's material life. It makes you a little humble, and in your humility you turn to God. Это материальная жизнь, если она делает нас немного смиренными, мы можем использовать смирение, чтобы обратиться к Господу. According to Bhaktivinoda Thakur, dhanya, or humility, is the first quality in surrendering to God. По словам Бхактивинода Тхакура, дханья или смирение – это первое качество, необходимое для обращения к Богу. He has a famous collection of songs or poems, depending look at, called Saranagati. У него есть известное собрание песен и баджанов, которое называется Шаранагати. In Saranagati there's 7 songs. И в Шаранагати там есть 7 песен. And the first songs are, there's many songs, but the first 7 songs in Saranagati, let us say, are about the struggle of life, from the cradle to the grave. На самом деле там много песен, но первые 7 из них посвящены трудности существования в материальном мире. He uses himself as an example. И он подает себя в качестве примера. After all that struggle, he develops some humility, which helps him turn towards God. После всей этой борьбы он развил такое смирение, которое помогает ему обратиться к Господу. Dhanya means humility. So this struggle, there's a good side to it. It makes us humble. Поэтому эта борьба хорошая вещь, она может дать нам смирение. And the second set of songs in Saranagati is called Atmanivedanam, which means you dedicate yourself to God. Следующие песни, они посвящены теме Атманиведанам, то есть полному преданию себя Господу, посвящению себя Господу. Then Gopatrit Devharana means that you accept the Lord as your soul maintainer. Это обозначает, что вы принимаете Господа как того, кто поддерживает вас. Then there's songs, Avasya, Rakshibe Krishna, that you get faith in Krishna as a protector. И потом песни на тему о том, что вы принимаете Кришну как того, кто вас защищает. Then Bhakti Pratikula Bhav, that he has songs about renouncing conduct or activities which are not favorable to devotional service. Потом есть песни, посвященные отречению от деятельности, неблагоприятной для преданного служения. Then there's some beautiful songs about activities favorable to devotional service. Потом есть прекрасные песни, посвященные деятельности, благоприятной для преданного служения. But it all begins with the frustration in life. Но все начинается с разочарования, материальной жизни. Chaturvidha bhajante mam jnana sukritino arjuna artha jitnasa artharti jnani cha bhartashava. O best amongst the Bharats, О лучший из Бхарат. 4 kinds of pious men begin to render devotional service to me. 4 типа праведников начинают преданно служить мне. The distressed, Те, кто страдают, the desire of wealth, те, кто жаждут богатства, inquisitive, curious, любопытные, and one who is searching for knowledge. и те, кто ищут знания. And Prabhupada says, Artha. Artha means the one who is distressed. That's the main group who surrendered to Krishna. И Прабхупада говорит артха. Артха это значит те, кто страдает. Это главный принцип. So Prahlad Maharaj speaks about this frustration, but it has a good side, but it takes a long time to come to that point of surrender. И Прабхупада Махараджа говорит об этом разочаровании в материальной жизни. И у него есть хорошая сторона, но правда требуется некоторое время, чтобы дойти до этого. Although they're suffering, it takes a long time to surrender. He says, because, he says in the verse, they're addicted. И те, кто страдают, они могут предаться Господу, но трудность в том, что они привязаны. What's the nature of an addiction? Какова природа привязанности? The dictionary definition of addiction is Определение привязанности, которое дает словарь. dependence on a behavior or a substance that a person is powerless to stop. Привязанность к предмету или к деятельности, которую личность не может прекратить, остановить. Like smoking Например, как курение or drugs. или наркотики. It's not good for you.
Это нехорошо для вас. Because you're addicted, you can't stop. Но поскольку вы привязаны, вы не можете прекратить это. You're actually suffering, На самом деле вы страдаете, but you can't stop. но не можете остановиться. Just like people are trying to pursue sense gratification, it's only suffering, but because of an addiction, they can't stop. Например, как люди понимают, что деятельность для удовлетворения чувств, она приносит одни страдания, но из-за привязанности они не могут остановиться. So how do doctors deal with addiction? И что же делают доктора с привязанностью? Two ways. Есть два способа. You stop the drugs, Или вы прекратите принимать you наркотики, replace them with something better. или замените их чем-то другим. Stop smoking and chew gum. Прекратите курить и жуйте резинку желательно. Right? So we have a similar. И у нас подобный метод. Stop sense gratification. Прекратите удовлетворение чувств. There's no other, you have to stop. Просто нужно прекратить. But do something better. Но не просто прекратить, а делать что-то лучше. Yad karoshi yadashnashi, yad juhoshi dadashi yad tapashyasi kuntaya, tat kurvashya makarpanam. O son of Kunti, all that you do, О, сын Кунти, все, что ты делаешь, all that you eat, все, что ты ешь, all that you offer and give away, все, что ты предлагаешь, all austerities you perform, через какие бы ты аскезы ты ни проходил, you do that for me. делай это для меня. That will cure our addiction. И это исцелит всю привязанность. So therefore, at the time of initiation, Guru says, stop all the nonsense and do the good things. И во время инициации гуру говорит, все, прекратите ерундой заниматься и делайте хорошие The вещи. meat eating, the illicit sex, intoxication, the gambling, really is bringing you suffering. И мясоедение, незаконный секс, интоксикация, азартные игры, они на самом деле принесут вам страдания. So stop. Поэтому остановитесь. Kirtana Yotsura Hari, all day long chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И весь день воспевайте Харе Кришна. Of course, as followers of Lord Chaitanya, we don't sit and chant all day. We sit and chant, and we go out to preach the glories of the holy. Ну, конечно же, мы последователи Господа Чайтаньи, поэтому мы не сидим целый день и воспеваем. Мы сидим, воспеваем, потом выходим наружу и проповедуем людям, чтобы они воспевали с нами. So if you're strict, you'll make it. И если вы серьезны, мы сделаем это. If you compromise, you'll get the bronze medal or the silver. Если пойдете на компромисс, получите бронзовую медаль или второе место. You can't compromise. Не нужно компромисса. Like somebody was telling me about a devotee who was on a milk fast. Например, кто-то рассказывал мне о преданном, который постился на молоке. It's very strict milk fast. Это очень строгий пост, одно молоко. But he was also eating sandesh. Но он также ел сэндвич. And his reasoning was that sandesh is a milk product. А его он оправдывал тем, что сэндвич делается из молока. What is that fast called? Prayosh? Как называется это? Parovat. Only milk. But he was thinking, oh, sandesh, burfi, ice cream. This is all milk products, so I'm also going to take. Этот пост называется Пайаврат. Он там тоже ел сэндвич, мороженое, бурфи. Это все молочные продукты. You can't compromise. Не нужно And компромисса. you can't compromise on your prescribed number of rounds either. Нельзя идти на компромиссы с предписанным числом кругов, которые мы воспеваем. Otherwise you'll slide back into the bad habits. Потому что мы вернемся к плохим привычкам. Just like it's a known fact that people go on a diet Например, как и люди садятся на диету, and they lose weight. и они теряют, сбрасывают But вес. 70% of people who go on diets, they start eating again, they put back the same weight and more. Но 70% людей, которые садились на диету, сбрасывали вес, потом они начинают есть опять и набирают вес еще больше, чем у них был. Am I right? Я прав? So we don't have to Шрила Прабхупады говорил, никогда не оглядывайтесь назад и не думайте, что мы оставили позади что-то замечательное, и никогда не завидуйте материалистам. guarantee you'll reach success if there's no compromise and you push forward with enthusiasm. Гарантия достижения успеха, что мы не будем идти на компромисс и идти вперед, и прикладывать усилия. Bhaktivinoda Thakur has written another set of songs called Gita Vali. У Бхактивинода Тхакура есть еще песни под названием Гита Вали. Unlike Saranagati, which reveals the frustration of material life and the need to surrender, В отличие от Шаранагати, который описывает разочарование в материальной жизни и жажду предания, Gita Vali deals exclusively with the joyful process of Krishna consciousness, namely chanting Hare Krishna. Гита Вали, она обращает наше внимание исключительно к радостной стороне сознания Кришны, а именно к воспеванию святых имен. And there's one poem, one line, he says, Krishna name anuraga tohovehe. He says, the life of the living being easily becomes successful. И в одной строчке он говорит, что жизнь
живого существа может с легкостью стать совершенной, успешной, when we become attached to the holy name of Krishna. если мы будем привязаны к святому имени Господа. Without affection for Krishna, life is simply useless. А без привязанности к Кришне жизнь просто бессмысленна. And at the end of life, by the mercy of Gaur, such a chanter will obtain the beautiful vision of Radhe Shyam in Vrindavan. И в конце жизни, по милости воспевания святого имени, такой человек обретет видение Радхи Кришны во Вриндаване. So Prahlad Maharaj is saying, this process is so easy, chanting, dancing, feasting, we become Krishna conscious. Why? So we have to give them something better so they can stop their addiction and experience the natural, healthy life of Krishna consciousness. Поэтому мы должны дать им пример чего-то более возвышенного, более лучшего. Просто нужно слушать и повторять. And that is our life as tour devotees. Говорит душу Бхактивинода. Except for the holy name, there is nothing within all the 14 worlds. За исключением святого имени больше ничего нет в 14 мирах.